В этом разделе мы будем говорить про жизненный цикл React компонентов. У классовых компонентов есть несколько методов, которые позволяют более детально контролировать логику работы и рендеринг. У классового компонента у каждого есть жизненный цикл. Каждый компонент в течение своего жизненного цикла может быть монтирован, по-английски mount, обновлен, update и размонтирован, unmount. Библиотека React позволяет выполнять код на конкретном этапе этого процесса. Монтирование происходит, когда HTML-дерево компонента вставляется движком React в DOM. Обновление осуществляется в одном из трех случаев. Если произошел рендер родительского компонента, если изменилось внутреннее состояние в результате вызова withSetState, и если обновление инициировано вызовом встроенного метода withForceUpdate. Размонтирование происходит, когда HTML-дерево компонента удаляется из DOM. Каждому из этих событий соответствует один из трех методов жизненного цикла: Component did mount, Component did update, Component will unmount. Как и рендер, это методы обратного вызова. В отличие от setState, их не нужно вызывать вручную, а достаточно описать внутри компонентов, чтобы в нужный момент они были вызваны изнутри движка React как callback'и. Перейдем в среду разработки. Опишем метод component.didMount. В конце логи укажем iMounted. Ctrl-S сохраним. npm start запускает проект. F12 или правой кнопкой мыши просмотреть код. Консоль iMounted. Жизненный цикл монтирования. Component did mount, этот метод вызывается сразу после монтирования. То есть после того, как компонент отрендерился в DOM. Первоначальный рендеринг компонента в DOM называется монтирование, или по-английски mounting. Метод жизненного цикла component.didMount отлично подходит для взаимодействия с сервером, например, для запроса данных. Давайте воспользуемся фейковым REST API JSON Placeholder. То есть это некоторый сервер, в котором мы можем обращаться по некоторому URL и получать ответ. Если мы обратимся по todos и ID 1, то мы получим некоторый объект todo с полями user ID, ID, title и completed. Давайте скопируем этот код. Перейдем в среду разработки и создадим методы. Напишем getTodo, создадим. Ставим код, который мы с вами скопировали. Ctrl-S. Перейдем в консоль. Этот метод getTodo нужно вызвать в компонент didMount with getTodo. Мы получаем с вами объект. Создадим некоторое состояние. State. Пишем todo. Это у нас с вами объект.
Состояние загрузки loading true, has error, false. Далее вот здесь вместо console log мы можем сделать with set state. И в to-do мы положим JSON, то есть наш объект. И loading flag сделаем false, то есть загрузка завершена. Catch для того, чтобы поймать ошибку в случае, если не, там, допустим, сеть оборвется или что-то еще произойдет. With state через точку. Лоудинг у нас в случае ошибки загрузка прекращается. И flag has error мы выставляем в true. Говорим пользователю, что ошибка произошла. Вместо app в JSX разметки мы можем с вами сделать with state to do title. Сохраним. Вот наш title. В этом примере при монтировании компонента был выполнен запрос на сервер. Результат запроса записан во внутреннее состояние компонента. И состояние впоследствии был использован для создания JSX разметки. Обратите внимание, что кроме самих данных в состоянии содержатся ключи loading и has error. Используя эти ключи, мы можем показать пользователям компонент индикации загрузки или ошибку. Теперь поговорим про обновление. Метод component.did_update вызывается сразу после обновления внутреннего состояния или пропсов, но его нельзя вызвать при монтировании. В этом методе можно работать с реальным DOM-деревом при обновлении компонента. Также он подходит для взаимодействия с сервером. Напишем component.did_update. Сделаем также console log I updated. Component.did_update принимает два аргумента: pref props и pref state. Component.did_update можно сравнивать предыдущие пропсы, pref props, и обновившиеся props, а также предыдущий state и обновившийся state. Давайте создадим некоторые условия. Напишем if with props user ID не равно pref props user ID. Если это условие выполняется, то в таком случае мы сделаем with set state with state loading true. То есть делаем какую-то логику и вызываем with get to do.
То есть здесь мы сравниваем предыдущие пропсы с обновившимся, и если они отличаются, то делаем запрос. В Component DidUpdate можно воспользоваться, как мы здесь делали, методом setState, но важно не забыть обернуть его в условие. Иначе, если этого не сделать, то возникнет бесконечный цикл. Ctrl-S, перейдем в браузер. Мы видим I updated. Создадим еще кнопку в JSX разметки. Обработчик onClick. Назовем метод handle increment. То есть по нажатию на кнопки некоторое состояние, сделаем count, будет увеличиваться на единицу. Нужно объявить этот метод with setState count with state count плюс 1. При нажатии на кнопку у нас происходит обновление компонента. Потому что изменяется state. Вот в двух случаях, да? Либо меняется state, либо меняются пропсы. В таком случае будет обновляться, срабатывать Component DidUpdate. State внесем еще одно состояние, ну, к примеру, done. Это будет у нас false. Иногда требуется проверить на необходимость повторного рендера. Значит, есть метод should component update, который в качестве аргументов принимает next props, next state. Метод should component update позволяет повысить производительность кода компонента. Он сравнивает текущие значения props или state или eState и решает, нужен ли повторный рендеринг. К примеру, здесь сделаем некоторые условия. Если with state done не равно next state done, то return true. Во всех остальных случаях будет у нас return false. Should component update возвращает булевое значение. Если метод возвращает true, то при изменении props или state произойдет повторный рендеринг. Если should component update возвращает false, то несмотря на изменение state и props, повторного рендеринга не будет. Метод should component update позволяет оптимизировать производительность в тех местах приложения,
где рендеринг происходит слишком часто. То есть еще раз, в замыкании Should Component Update доступны два аргумента: Next Props и Next State. Это обновленные объекты пропсов и обновленное состояние соответственно. Что еще? Надо отметить, что в пропсах и в стейте может быть много полей. И все это превратится в что-то типа вот в такой код. Здесь будет done, здесь будет count, здесь будет loading, здесь будет has error и так далее. Это неудобно читать и поддерживать. Если вам нужно сделать простую проверку и во всех props сравнить текущее с предыдущим значением и во всех state сравнить текущее с предыдущим, то для этого React предоставляет нам Pure Component. Pure Component импортируется из библиотеки React. React Pure Component похож на React Component. Отличие заключается в том, что React Component не реализует Should Component Update, а Pure Component реализует его поверхностным сравнением пропсов и состояния. Можно этот метод Should Component Update закомментировать, потому что здесь мы наследуемся от Pure Component. И если что-то меняется теперь в компоненте App, то происходит перерендер. Если ничего не изменилось, то перерендера не будет. То есть в Pure Component реализован Should Component Update. Метод Should Component Update базового класса React Pure Component делает только поверхностное сравнение объектов. Если они содержат сложные структуры данных, это может привести к неправильной работе для более глубоких различий, то есть различий, не выраженных на поверхности структуры. Наследуйте класс Pure Component только тогда, когда вы ожидаете использовать простые пропсы или состояния. И состояние. Тут через черточку надо. Или. Если представить компоненты в виде дерева, то Pure Component лучше использовать на самых дальних компонентах. Если использовать Pure Component на верхнем уровне, к примеру, App, где много изменений, то это может привести к потере производительности. То есть представьте, у нас есть там App, потом есть некоторый список, какой-нибудь to-do list, потом у нас to-do list item, и самым правильным решением использовать Pure Component именно в to-do list item. Поговорим про следующий этап, это размонтирование. Здесь у нас применяется метод Component will unmount. Component will unmount метод, его нужно вызывать перед удалением компонента из DOM. Удаление таймеров, очистка обработчиков событий, прерывание сетевых запросов и WebSocket соединений — все это следует делать именно в методе Component will unmount. Но не стоит вызывать setState with setState в этом методе. Изменения не применятся. Компонент будет отмонтирован и отрисуется повторно. Когда компонент снова появится, его жизненный цикл начнется сначала. Давайте опишем, создадим еще некоторые состояния, к примеру, offset
Будет 0 по y. Создадим отдельную функцию для того, чтобы слушатель событий можно было удалять. Set offset with set state так, и offset y у нас будет присваиваться значение из window page y offset. Компонент did-update у нас документ, обработчик add event listener, и у него событие scroll. Здесь у нас будет вторым аргументом callback функции передается set offset. Здесь мы с вами подписываемся на событие scroll, а в компонент will unmount нам нужно будет отписаться от этого события, чтобы не допустить утечки памяти. То есть у нас документ remove event listener, также scroll with set offset. Подведем итог. В этом видеоуроке мы с вами рассмотрели основные методы жизненного цикла: монтирование, обновление и размонтирование. Более подробно об этом можно будет почитать, если здесь React, вот жизненный цикл, в официальной документации. Ссылки я прикреплю к видео, и вы сможете более детально с этим ознакомиться. Спасибо вам за просмотр и до скорой встречи.